Первые русские шоу были довольно жесткими. Их делали бродячие артисты, скоморохи. У скоморохов не было табуированных тем. Это вообще характерно для древних шоу. Они строились на нарушении культурных, социальных и иных табу. Насмешки, глум, издевательства вообще над всем, что дорого обывателю. Примерно за это скоморохов и любили. Это были труппы клоунов, музыкантов, кукольников и дрессировщиков. Они бродили из города в город и давали представления. Выглядели их шоу довольно дико. В основном это были сатирические сценки в потешных масках под дикий аккомпанемент из дудок, волынок и бубнов. Эти дудки и волынки, кстати, считались почти психологическим оружием. В Москве XVI века даже было несколько обысков с изъятием бесовских гудебных сосудов. Сцены у скоморохов не было, границ тоже. Могли выдернуть зрителей из толпы и заставить плясать, а могли и ограбить. Такие случаи зафиксированы в сохранившихся судебных документах. Цитата. «Скоморохи ватагами многими по деревням у крестьян едят и пьют сильно, и из клетей животы грабят и по дорогам людей разбивают». То есть, проще говоря, приезжает тебе в деревню такой бродячий цирк и не только заставляет смотреть представление, но и потом съедает и выпивает все, что находит. В конце концов, скоморохов запретили. Что это было, ученые гадают до сих пор. То ли занесенный в Россию неизвестно как и изменившийся до неузнаваемости итальянский уличный театр, то ли какой-то отголосок мрачных языческих обрядов. Но это народная культура. В 17 веке к производству русского шоу подключилось государство в лице Петра I. Во всем, что делал император и самодержец, был определенный почерк человека, который балансирует на грани между потрясающими идеями и идеями откровенно безумными. Но у него все получалось, на то он и великий. Получилось и его личное придворное шоу. Оно называлось «Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор» и пародировало его же собственное государство, а заодно издевалось над католической церковью, чтобы обидно было сразу всем. Всепьянейший собор вырос из диких пьянок с приближенными. Постепенно вокруг этих вечеринок сложилась целая иерархия со своими ритуалами. Собор возглавлял всешутейший князь-папа, митра которого была украшена изображением античного бога пьянства Бахуса. А всем первым лицам государства были розданы издевательские, как бы католические титулы и такие же издевательские облачения. Они были обязаны собираться и страшно бухать. Все соборяне имели клубные имена, объединенные одной центральной темой – нецензурной. Конечно, в стране был и менее радикальный театр. Он появился еще при царе Алексее Михайловиче, благодаря боярину Артамону Матвееву, который любил внедрять все западное. Первой классической театральной постановкой в истории России считается «Артаксерксово действо» – пьеса на библейскую тему, написанная на немецком языке. Действо шло 10 часов. Царь с удовольствием посмотрел все 10 и наградил режиссера ценным соболиным мехом. Императрицы Анна Иоанновна и Елизавета Петровна театр любили и охотно приглашали в страну западные театральные и оперные группы. Елизавета в 1756-м учредила первый императорский театр. Она обожала маскарады и иногда появлялась на них в мужском костюме, видимо, в память об удачном государственном перевороте, который она возглавила, надев мундир гвардейского офицера. Екатерина II тоже любила все театрализованное и даже сама писала для театра. В основном у нее получались сказки и добрые нравоучительные комедии в духе времени. «Именины госпожи Ворчалкиной», «Переднее знатного боярина», «Горе-богатырь Косометович», «О, время» и другие. Пьеса про Косометовича была довольно злой пародией на шведского короля, двоюродного брата императрицы, кстати. Ее не рекомендовалось исполнять в присутствии иностранных дипломатов. Богатые дворяне старались не отставать от своей императрицы, и многие завели себе крепостные театры, где роли исполняли крестьяне. Получалось хорошо. Самым талантливым даже давали вольную. Так было со знаменитой актрисой Прасковьей Жемчуговой, дочерью кузнеца и известным актером Михаилом. Русским шоу XIX века был, конечно, балет. У него по сравнению с театром есть серьезные преимущества. Красавицы там менее одеты, чем в театре. Смотреть на них ходят все молодые аристократы. В пушкинские времена на сцене царит легендарная балерина Авдотья Истомина. Про Истомину ходили слухи, что для некоторых мужчин
мужчин, она танцует полностью обнаженной. После одного такого танца случилось самое известное побоище эпохи, так называемая четверная дуэль. На этой дуэли Грибоедову, будущему автору «Горя от ума», прострелили руку. Он отделался относительно легко. Другому участнику выстрелили с 6 шагов в живот. В театре было поспокойней. Императорские театры процветали, но были и любительские, и даже домашние. В частных театрах оседали те, кому хотелось новаторства. Один из таких — легендарный Московский художественный театр МХТ, вотчина великого Станиславского. Хитами МХАТа были чеховские пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад». В те времена успешная пьеса могла обеспечить драматурга на всю жизнь. Он получал доход с каждого показа. Станиславский был радикальным новатором. Он делал реалистичный театр, избавленный от условностей, зато построенный на психологизме. То есть, по сути, он создал кинематограф до кинематографа. Собственно, система Станиславского до сих пор лежит в основе Голливуда. В Америку она попала в адаптированной форме и называется там просто «Метод». В любви к методу признаются такие разные актеры, как Де Ниро, Джаред Лето, Аль Пачино и Хоакин Феникс. В противовес театру русский балет становится все более вычурным и фантастическим. На сцену индустрии выходит Сергей Дягилев. Если не первый великий продюсер в русской истории, то точно самый известный и самый успешный. Несостоявшийся композитор и не слишком успешный куратор выставок, он находит себя в продюсировании потрясающих балетных постановок. Музыка Стравинского, костюмы работы Бакста и Бенуа, хореография Фокина и Нижинского. С Дягилевым русское искусство врывается на европейскую сцену и производит там абсолютный фурор. На премьере «Весны священной» случается скандал. Публика кричит, свистит, хохочет. Скандал Дягилеву выгоден. Вскоре ненависть сменяется таким же яростным обожанием. Европа в 1910-е и 20-е сходит с ума по русскому балету, а Дягилев дружит со всеми знаменитостями эпохи, от Жана Кокто до Коко Шанель. Прибыли огромные, но и расходы тоже. Дягилев вечно в долгах. Параллельно с высокими жанрами шоу растут и низкие. Кабаре становятся точками притяжения богемы и буржуазии, которая хочет поглазеть на богему. В отличие от берлинских кабаре, в которых было больше театра, и парижских, в которых было больше секса, в российских всегда доминировала политика. Даже Кан-Кан был на злободневные темы. В кабаре выступали поэты-футуристы, которые делали лучшее шоу рубежа веков. Владимир Маяковский в своих желтых кофтах и розовых пиджаках изобретательно хамил зрителям и читал со сцены гениальные стихи. Но первым по-настоящему масштабным шоу 20 века стала «Революция». Все современники отмечали, что в ней, при всем ее ужасе, было что-то глубоко опереточное. Нелепые правительства с карнавальными персонажами во главе, выступления ораторов на многотысячных митингах и экзотическая самодельная униформа. Балтийские матросы-анархисты из карнавальных соображений любили румяниться, красить губы и подводить глаза. Лев Троцкий изобрел специальный агитационный поезд. Это было его ноу-хау. А его противник, генерал Деникин, в минуты отчаяния ругал свою армию в кафе «Шантанный». Чем совершеннее становились технические средства доставки шоу, радио, затем кино, тем убойней становился его эффект, и тем важнее оно делалось для агитации и пропаганды. Владимир Ильич Ленин в беседе с наркомом просвещения подчеркивал: из всех искусств для нас важнейшим является кино. Один из первых и самых важных раннесоветских фильмов, немое агитационное кино Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», уже 100 лет в обязательном порядке изучают в киношколах по всему миру. Новый режим хорошо понимал важность шоу. Он не только устраивал масштабные парады и демонстрации, но и делал упор на самодеятельный театр. В 1920-е начиналось движение «Синяя блуза», названное в честь рабочей одежды. Синеблузники показывали на заводах несложные сценки, инсценировки актуальных новостей, уроки гигиены или антирелигиозные скетчи. Движение было огромным, до 7 тысяч кружков по всей стране. Через «Синюю блузу» прошла почти вся будущая советская культурная элита. Синеблузники оставили след в мировой истории шоу. Именно их называл своими вдохновителями знаменитый немецкий драматург Бертольд Брехт.
Следующее знаковое советское шоу – «Клуб веселых и находчивых» – КВН. Клуб вырос из телепередачи 50-х. Собственно, КВН – это название марки советского телевизора, только расшифрованное по-своему. В привычном сейчас формате шоу начало выходить в 1964 году, а его ведущим практически с самого начала стал Александр Масляков, в то время студент. Шоу быстро обрело всесоюзную популярность и стало таким же массовым, как когда-то блуза. Отборочные туры проходили в университетах. Свой КВН устраивали в школах и техникумах. Была даже разработана специальная методичка с инструкциями, с помощью которой можно было организовать свой собственный КВН прямо на рабочем месте. К 90-м КВН превратился в целую систему из концертов, гастролей и лиг разного уровня. Сложно назвать современного актера, певца или просто медийную личность, которая в студенческие годы не играла бы в КВН. Но главным советским шоу были, конечно, Олимпийские игры. Причем конкретные. 22-е летние Олимпийские игры 1980 года. Во-первых, это были первые Олимпийские игры в Советском Союзе и в целом в Восточной Европе. То есть знаковое политическое событие. Во-вторых, это было не просто шоу, а шоу по всем современным стандартам. Здесь была и исключительная работа дизайнеров, от запоминающегося логотипа до дизайна факела, разработанного студентами Мухинского училища. Был трогательный и универсально симпатичный маскот Мишка, нарисованный знакомым всему СССР иллюстратором детских книг Виктором Чижиковым. На церемонии открытия с огромного экрана к зрителям обратились космонавты миссии «Союз-35». Но легендарным считается не открытие, а закрытие. Под песню «До свидания, Москва» огромный надувной медведь попрощался, махнул лапой и улетел в небо. С началом 90-х в России начинается эпоха музыкальных шоу, немыслимых в Советском Союзе. В 91-м, всего через месяц после путча и танков на улицах Москвы, на аэродроме в Тушино проходит рок-фестиваль грандиозных масштабов. Выступает Металлика, AC/DC, Пантера. Все группы в тот момент находятся на пике популярности. На бесплатный концерт собираются 700 тысяч зрителей, по другим данным, 1 миллион. Ничего похожего советские люди до сих пор не видели. В замешательстве даже милиционеры из оцепления, которые не понимают, что делать с миллионной толпой пьяных и ликующих фанатов тяжелой музыки. Еще одна категория молодежи 90-х, которая знает толк в хорошем шоу, это рейверы. Рейвы проводят в заброшенных кронштадтских фортах, в планетарии, в бассейнах и даже на рыболовецком траулере, принадлежавшем каким-то немецким анархистам. Первый московский рейв «Гагарин-пати» проходит в павильоне «Космос» на ВДНХ. В сентябре 93-го в Москву приезжает Майкл Джексон. Это не просто круто, это веха. Еще 3 года назад невозможно было представить ничего подобного. Для Джексона в ответ устраивают персональное шоу. Он принимает парад Таманской дивизии. А в 96-м году в России случается первое полноценное политическое шоу чисто в американском духе. Президентская кампания Бориса Ельцина «Голосуй или проиграешь». Она спродюсирована именно как зрелище. Масштабная, многодневная и охватывающая все медиа и все сферы жизни. За Ельцина агитируют самые модные группы, а «Мальчишник» даже снимает специальный клип. После того, как вся страна видит на телеэкранах, как подвыпивший Ельцин задорно танцует на сцене под песню Евгения Осина, становится ясно, что у других кандидатов нет шансов. Это было хорошее шоу, а хорошее шоу не победить.